Всем здравия желаю, вы на канале творческая столярка АПА, меня зовут Александр. Чем мне нравятся строительные поддоны, в отличие от евро-поддонов, что тут доски различного сечения по ширине с обзолом разных форм, поэтому можно что-нибудь с ними поэкспериментировать. Вот эти досочки я отобрал, тут в основном сосна, не в основном, а только сосновые доски. Сейчас я буду делать из них в стиле рустик вешалку, в предбанник или в прихожку, кому как. Ну все, приступаем.
когда делаю мебель в стиле рустик, я не запариваюсь по поводу саморезов, маскировать их шкантами или еще чем-нибудь. Я их зашпаклевываю вот такой шпаклевкой. Почему зашпаклевываю шпаклевкой цвета махагон? Так как все изделия под рустик я покрываю маслом палисандры или эбеновое дерево, в общем, темных тонов, поэтому зашпаклевываю темной шпаклевкой. По той причине, что на шпаклевку масло не закрывает цвет шпаклевки, то есть цвет шпаклевки остается такой же, поэтому заранее покрываю, зашпаклевываю сразу темной шпаклевкой. После того, как шпаклевка высохнет, это где-то часов через 8, обычно я в ночь шпаклюю, что крашу в ночь, что шпаклюю в ночь. То есть после того, как шпаклевка высохнет, и все излишки ее, что размазал, шпаклюю вот таким шпателем резиновым обычным. И все излишки потом с помощью дрели вот такой насадки выбираю. Сейчас все увидите.
вот, собственно говоря, вот такая у меня вешалка получилась. Практически из ничего. Из нескольких старых досок от поддона, 100 грамм саморезов и столько же пропитки. Пропитывал я цветом эбеновой дерева, потом сделал такой вид потертости цветом иней масла. Крючки сделал из березы, из березовых досок от поддонов. Остальное все из сосны. Ну а теперь оценивать вам. А на этом все. Всем удачи. Пока.